Генеральный спонсор Автолол.ру. Народ, мы сейчас в апартаментах, ну, по сути, в квартире. Находится она в районе Октябрьский. На карте написано, что это Октябрьский округ, так это называется. Короче, вот такая квартирка классная. Вот здесь шкаф-купе обалденный, диван, кровать большущая. Но самая вишенка на торте, которую я хочу показать, это вот такой вот прекрасный вид на Мурманск. Как вам? Нравится? И мне тоже нравится. Так вот, если вы хотите, приехав в Мурманск, вот так вот остановиться, ссылка в описании. Ищите, смотрите. Александр и его супруга с удовольствием вас примут. Обалдеть! Не тот факт, что двигатель прошел капитальный ремонт, не новая надежная подвеска, не даже факт того, что мы уже проехали 2500, не могли раз и навсегда развеять сомнения о том, что наш план сработает. Мы не просто едем в Териберку, мы хотим добраться до края материка, до большой воды. Там не будет дорог, там нет заправок и нет помощи. Там просто конец. Ребята, едем в Териберку. И, конечно же, это же наш последний пункт населенный. Погода должна была нам подзадать жару. Но тут, конечно же, не жар. В общем, пошел снег. На улице +2. Снег, конечно же, весь будет таять. Но меня пугает этот факт. Сентябрь, середина его, и идет снег. Крис, покажи. Природа севера. Как же это красиво! Друзья, мы, к сожалению, в 35 километрах от села Териберка. Вот сейчас Рита вам показала дорогу. Итак, нас еще 35 километров ждет дорога до нее. Я не знаю, выдержит ли это все девятка. Подвеска все-таки жестковата для таких маленьких, но частых ямок. Дует сильно боковой ветер. На улице 0 градусов. А у нас летняя резина. И идет снег и дождь. Я думаю, мы доедем, все будет в порядке. Мы должны попасть в Териберку. И еще вернуться обратно. Поехали, пожелайте нам удачи. Не зря я упомянул обратную дорогу. Вся эта затея не иначе, как путь в неизвестное. Мы не знали, куда едем, а нам еще нужно было вернуться обратно.
по пути нам встретилось одно жутковатое и в то же время доброе место. Место, где чья-то трагедия навсегда обрела память. Возможно, когда-то давно этот автомобиль, этот ВАЗ-2111, сорвался вниз с обрыва. Возможно, его подняли и оставили тут. Шли годы, а проезжающие туристы понемногу сделали из него экспозицию, с одной стороны излучающую человеческий позитив, а с другой же ужасающую и пугающую. Лично мне это лишний раз напомнило, что нужно быть внимательным и аккуратным. Человечек. И вы тоже, пока, ребята. Кто это у нас боится? Териберка. Село в Кольском районе Мурманской области. Почему мы приехали именно сюда? Разве богата она достопримечательностями? Разве вышли отсюда ученые или знаменитости? Териберка расположена на берегу Кольского полуострова в устье реки с одноименным названием. По одной из версий, Териберка получила свое название в честь Тери, устаревшему названию Кольского полуострова. В 16 веке здесь уже жили русские сезонные поселенцы, рыбопромышленники. В 1623 году селение подверглось нападению датской военной эскадры. Датский флот буквально разгромил ядрами и без того слабый блокгаус, русских прогнал вглубь материка и отнял все припасы. В 1809 году, во время англо-русской войны, становище было полностью сожжено, и только в 1823 году его восстановили. Весной 1869 года сюда началось переселение с берегов Белого моря. Тут появились постоянные жители. Первое время здесь жили в землянках. Переселенцы занимались животноводством, рыболовством и китобойным промыслом. В середине 19 века сюда часто заходил пароход Великий князь Алексей. В этом же веке на пожертвования здесь строит храм пророка Ильи и уже через 10 лет церковь во имя грузинской иконы Божьей Матери. В конце 19 века на мысу Териберском начинает работать маяк с пневматической сиреной. А в 1902 году через Териберку проводят телеграфную линию от Александровска, ныне город Полярный Мурманской области. На рубеже 19 и 20 веков тут появляется фельдшерский пункт, школы и народный дом. Вы только представьте, в 1914 году здесь уже проживало 1538 жителей. В 20-х годах у села был собственный колхоз с собственными рыболовецкими судами, молочной фермой и оленьим стадом. В 30-е годы прошлого века в Териберке оборудуют радиоузел и проводят электричество. Тут строят клуб, кинотеатр, больницу и школу. Даже появляется местная газета «Териберский колхозник». В конце 30-х Териберка получает статус рабочего поселка. Несмотря на то, что Териберка находилась так далеко от фронта, она все же подвергалась налетам немецких бомбардировщиков. Кстати, на то время в селе проживало уже 5360 человек. От высадки десанта местных жителей защищали 352-й стрелковый и 143-й артиллерийские полки. При всех этих событиях вылов рыбы на территории Териберки не прекращался для фронта. И вот сейчас очень мило. Местные жители, несмотря на отсутствие в жизни какого-либо изобилия, собирали теплые вещи и отправляли нуждающимся на фронт. Это заслуживает отдельного поклона.
паре километров от Териберки есть маленький поселок Ладейное. Он включен в состав Териберки. В те времена в Ладейном находился судовой ремонт. В общем, жизнь здесь была не скучной. Не мегаполис, конечно, но все же рабочий поселок. Но в каждой истории любого провинциального городка, а уж тем более села или деревни, есть капля грусти. В 60-е интерес к Териберке угас. Все дело в том, что в Мурманске хорошо развивается рыбная промышленность, и здесь рыбный промысел становится никому не интересен. Между Ладейным и Териберкой была переправа, что не очень удобно. В 80-е тут наконец строят мост, соединив эти два населенных пункта. Вроде бы вновь хорошие новости. Что-то делали для поселка, это ведь круто. Но грусть и печаль здесь только начинались. В 1991 году, во времена массовых приватизаций, которые не обошли стороной даже Териберку, большая часть местных жителей осталась без работы, что усилило отток населения еще больше. В настоящее время село находится в плачевном состоянии. Многие дома и здания тут просто брошены, кругом царит разруха и безработица. Из работы здесь только обслуживание самого села. В 2015 году местный дом культуры стоит в руинах, но в 2016 году его восстанавливают. Вот он блестящий и красивый. 2017 год. Хоп! И появляется асфальт. Правда, не везде. Помимо такого уровня жизни, тут еще и климат не совсем приятный. Летом здесь от 10 до 13 градусов тепла, зимы не очень холодные, от минус 5 до минус 10. Теплое течение Гольфстрим не дает развернуться очень холодной зиме, свойственной северу. Но все же климат скорее некомфортный. Здесь заброшено практически все. Дома, школа. Здесь когда-то была жизнь. Может быть, не очень шумная, но все же была. Люди чувствовали, люди любили, люди рождались. По данным Росстата, на 2019 год население Териберки 594 человека. Чтение законопроекта о сносе ветхих пятиэтажек и переселении москвичей в новые дома. На подготовку сноса пятиэтажек будет потрачено почти 100 миллиардов рублей. Овцы, кролики, молоко и мясо. Больше 11 миллиардов рублей выделили на развитие сельхозотрасли в республике за последние 5 лет. Благодаря грантовой поддержке десятки молодых крымчан смогли создать успешные птицефабрики. Власти Подмосковья выделили более 100 миллионов рублей на реставрацию одного из старейших музеев Зарайского Кремля. Он пережил нашествие Золотой Армии. Москвы выделила 2 миллиарда 800 миллионов рублей на благоустройство территории вокруг Кремля. Я ни в коем случае не драматизирую. Это не та ситуация, когда можно поднимать вопрос коррупции или невнимательности власти. Как раз наоборот, здесь действительно больше нечего делать. И странно, что в такой коррумпированной стране, сюда, в Териберку, все еще дают электричество и телевидение. Знали ли вы, что таких случаев в СССР масса, когда возводили города и поселки для добычи каких-то благ, а потом просто бросали их? Териберка, в отличие от других примеров, хотя бы еще держится.
Кажется, пора уезжать отсюда. Скоро стемнеет, а нам еще нужно добраться до последнего пункта нашего путешествия. Да-да, то, ради чего мы пошли на все это, находится в 4,5 километрах отсюда. Берег Евразии, Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Но бездорожье до Териберки — это просто гладкий бетон по сравнению с тем, что нас ожидало. По пути к месту назначения мы встретили девушку. Кажется, на красном Peugeot или Kia, точно не помню. Она тоже ехала сюда, чтобы увидеть край земли. Но глубокий овраг, наполненный водой, она проезжать не решилась. Чё? Не проедем? После долгих размышлений мы все же рискнули и преодолели это препятствие. Инстаграм, Ютуб, ВК, все паблики, посвященные зубилам, тревелу, путешествиям. Мы сделали это, мы оказались на краю земли. Это край Евразии, это за Мурманском, это дальше Териберки. Мы это сделали. Позади нас Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Если кто-то в себе сомневается, посмотрите на это видео. Мы это сделали на девятке, вы это сделаете легко на любой машине, если мы смогли. Всем желаем удачи. Это последнее путешествие в этом году. В следующем году мы вас будем удивлять новыми открытиями, достижениями и победами. Всем спасибо и пока. Мы благополучно вернулись домой и еще долго не могли прийти в себя и поверить в то, что сделали и где побывали.